Что такое качество огранки бриллианта? Огранка бриллианта, с моей точки зрения, это самое важное его качество. Но о ней реже всего думают покупатели и реже всего говорят продавцы. Поэтому покупатели не думают про нее. Они про нее просто не знают. Я опять вступаю на минное поле. Меня опять будут ненавидеть. Итак, давайте разберемся. Что такое огранка? Слово огранка может применяться в двух смыслах. Во-первых, это форма камня. Вы знаете, что есть круглая огранка. Эта круглая огранка существует уже много веков, доведена до совершенства. Она была в начале XX века Марселем Толковским, который рассчитал идеальную огранку круглого бриллианта. Когда говорят про бриллиант, думают прежде всего про нее, и действительно 90-95% всех бриллиантов именно круглые. Но существует еще 20, 25, 30, можно по-разному считать, фантазийных форм. Это форма. А еще есть качество огранки. Чтобы понять, послушайте пример, который часто запоминают. Вес в каратах – это вес. Но есть у камня еще размер. Представьте себе человека весом 70 килограмм, то есть как будто бы 1 карат. При этом у него рост может быть 1,95 м, как у меня, либо 1,52 м. Если при росте 1,95 м вес 70 кило, может быть у молодого человека, точнее у подростка такое бывает, хотя у меня никогда не было таких пропорций. Но это все-таки маловато. А если у взрослого, то это ходячий скелет. Это некрасиво, согласны? Если при весе в 70 кило рост 1,52 м, может быть, это, конечно, невероятный крепыш, эдакий гном, но, скорее всего, это просто толстяк. То есть крайние варианты – это плохо. Пропорция определяет камень правильных форм или нет. Следующее, потому что качество огранки состоит из 3 составляющих. Первое – это пропорции. А следующее – это симметрия. Симметрия – это представьте себе человека тем же весом 70 кило, например, рост 1,70 м, все у него хорошо, но одно плечо вот так вот. И все, что вы вспомните про него, что он кривой. Или вот так он дергается. Плохо? Плохо. Значит, симметрия тоже должна быть. И третье – это полировка. Некоторые думают, что полировка – это важна. Полировку сравните со следами от оспин или каких-то гнойничковых заболеваний на коже. В крайнем случае можно сходить к хорошему косметологу, дерматологу, немножко пополировать кожу, будет лучше. Плохая полировка – это нехорошо, но это не так страшно, как первые 2 дефекта. Проблема с пропорциями и проблема с симметрией камня. Точно так же, как у человека вы замечаете именно то, что отличается от нормы, то, что кажется некрасивым, так и у камня. В случае неправильных симметрии или пропорций камень кажется некрасивым. Существует около 30-35 разных дефектов, связанных с нарушением этих составляющих качества огранки. Напоминаю, 3 составляющие: пропорции, симметрия, полировка.
Лучше, с моей точки зрения, это отражено в сертификате HRD, потому что тут четко написано про то, что одна оценка – это пропорции, а в HRD это несколько завуалировано, несколько сглажено. Ну, может быть, я не совсем всегда объективен. HRD – это моя альма-матер. Все, мне кажется, там правильнее, но действительно пропорции HRD считает строже всего. Итак, бриллиант – это то, что блестит. Соответственно, если из-за каких-то нарушений качества огранки бриллиант не будет блестеть, он будет некрасивый. Он может быть большой, чистый, белый, но не блестит, значит, это вообще уже не бриллиант. Почему же об этом, если не лгут, хотя иногда, мне кажется, лгут, то просто молчат? Очень часто в торговом мире, связанном с бриллиантами на территории бывшего Союза, напоминают о том, что советское значит отличное. Советское качество огранки самое лучшее. Ну, конечно, советское было самое лучшее, потому что это социализм. Огранщику говорили, самое главное, вытяни идеальную огранку. Он мог из 5-каратного камня сделать 0,7, но идеальные огранки его все будут хвалить, дадут знак качества. А сейчас капитализм. Нет Советского Союза. Уже больше 35 лет нет. И сейчас интересы корпорации. Вот огранщик, знающий, что камень большего веса, камень которого он дотянул до следующей весовой группы, будет стоить дороже, он вытягивает всеми силами, правдами, неправдами, дотягивает вес камня до большей категории. Не обращая внимания, если приходится на огранку. Затем продавец. Нет, затем, извините, оценщик корпорации, потому что он тоже заинтересован, чтобы корпорация продавала, зарабатывала больше, от этого идет его зарплата, пишет, что качество огранки прекрасное. Обратите внимание, когда вы смотрите иногда каталог камней в России, качество огранки у всех А, то есть самое лучшее. Поэтому не всегда доверяйте тем сертификатам, которые выдает продавец или производитель. И, наконец, продавец тоже говорит про советское качество огранки. И вот мы получаем бриллиант, который не блестит. Постарайтесь понять, что для определения качества огранки не нужно смотреть на камень в лупу. Она не поможет. Поэтому, когда в фильме ювелир щурится в лупу и говорит «великолепная огранка», или девушка в Ютубе вот так вот смотрит на камень и тоже что-то говорит про огранку, на таком расстоянии и частоту нельзя увидеть, и в лупу вообще не смотрит цвет, это некоторое преувеличение. Качество огранки – это расчеты после совершения измерений камня. Нужно знать размеры камня, нужно знать формулы, нужно знать нормы разных лабораторий. У ЖИА, HRD и ЖИ чуть разные формы, но они близки между собой. В любом случае, напоминаю, эти сертификаты самые надежные, а не то, что написали где-то. Нужно верить специалисту. Знаете, это точно
так же, как в жизни, можно сказать в сердцах, назвать кого-то преступником, но посадят человека, если преступником его назовет суд, а не соседка, которая называет его преступников за то, что он забыл закрыть дверь в туалете в коммунальной квартире. Так и качество огранки. Это должно быть заключение специалиста. Нет хорошего качества огранки, нет отличного качества огранки, камень не будет блестеть или будет мало блестеть. Если из моего курса вы вынесете, что нужно покупать бриллиант с надежным сертификатом и хорошим качеством огранки, то я считаю, что я выполнил свою цель. В следующем видео курса мы разберем приоритеты характеристик. Что самое важное при выборе характеристик бриллианта?